Здравствуйте всем! И я хочу сегодня вам показать, как делается обряд на снятие градника. Также вы можете сделать через этот обряд именно снятие негатива с человека. Прежде всего нам нужны рабочие инструменты. Это нож рабочий, это свечи двух цветов, чтобы вы могли видеть различия затем при отливке, то есть различия между снятием именно негатива и снятием защиты определенной. Это у нас такие плошки железные. Я всегда беру две для растапливания. И чаша с водой. Человека, которого мы чистим, вам нужна фотография. Фотографии у меня нету, так что я буду просто показывать именно вот листок бумаги, где будет стоять имя. И заговор. Заговор, который я пришлю уже попозже, то есть именно после этого видео он будет стоять. Итак, что нам нужно сделать? Прежде всего, в этом обряде вам нужно понимать, что сначала мы снимаем защиту с человека, который делал что-то. Если вы не знаете, кто это, то имя не произносится. Итак, первое я всегда беру у нас черные свечи для этого. Разделяйте их на 12 частей. У меня вот такая вот досточка, на которой я работаю. Все инструменты, все плошки, все чашки вы нигде не должны потом использовать. Их разделяем на 12 частей. Да, тут немножко такой нож у меня уже притупел, старенький. Желательно равных частей. Вы также можете взять, конечно же, у нас именно воск, то есть чистый воск, да, но у меня в наличии на данный момент нет, уже закончился. Поэтому я беру просто свечи. Свечи восковые. Мы их закидываем в такую плошку, да, то есть мы сейчас все разрезаем, чтобы у нас получилось 12 равных частей. То есть если вы берете больше свечек, значит части будут побольше, но только 12 штук. И ставим на растапливание. То есть вообще их надо растапливать, эти свечи, именно также на горящей свече. Но я делаю на плиту, потому что я вам просто показываю это. Пока у нас первая партия растапливается, берем другого цвета свечи. Следующие будут у нас, то есть если первые у нас шли для, скажем так, для ведьмы, да, то есть для человека, который делал что-то, то вторая часть у нас идет именно на очищение жертвы, так называемой. И точно так же разделяется на 12 частей. Свечи у нас самодельные, мы делаем только сами. Иногда, конечно же, я заказываю восковые, но это именно для обжига я беру. Немножко тяжеловато идет. Еще раз говорю, ножик уже этот старый. Я извиняюсь немного за качество, просто я пока тут сейчас нарежешь все. И точно так же закидываем и ставим на растопку. Так, теперь я немножко скажу просто о воде. Вода берется в основном святая. Если у вас нету, то вы берете простую воду комнатной температуры обязательно, потому что иначе это будет, как я всегда говорю, физический процесс, да, то есть там очень много навозки тогда увидите ненужного, то, что вообще не существует. Либо же вы берете простую воду и туда заговором засыпаете четверговую соль. О четверговой соли мы можем еще с вами поговорить, если вы захотите в будущем. То есть здесь никаких проблем нет. Делать ее не так сложно. Итак, первое. То есть имя мы не ложим, потому что сейчас мы снимаем. Самое главное, что мы снимаем, это у нас защиту с того человека, который делал. Так, для этого мы ставим нож вот в таком положении, то есть острием наверх. И теперь нам надо воск выливать так, чтобы он разделялся на две половины. При этом читаем наговор. Наговор точно так же я выставлю после этого видео, чтобы вы видели. И выливаем. Медленно, не спеша. Потому что заговор, в принципе, небольшой, но все-таки надо, вот пока воск льется, надо его говорить. То есть это первое, что вы делаете. Отставляем.
Нож никогда, то есть если вы только начинаете работать, вы не профессионал, то есть этот нож нигде больше не используется, только при работе, это рабочий. При этом должна быть деревянная ручка обязательно, без деревянной ручки никуда. И теперь точно так же, смотрите. Теперь нам надо почистить человека. Для этого мы берем так называемую фотографию. Если у вас нет человека рядом, ложим ее под чашу. Я сейчас делаю все по-быстрому, поэтому вообще надо, чтобы воск первоначальный остыл. И точно так же читаете заговор и выливаете следующий воск между, то есть чтобы он разлился между лезвием. По лезвию, вернее. И точно так же это делаете. Вот. Так делается именно чистка от крадника, то есть от серьезных негативов, то есть это все делается. При этом автоматически идет, так как мы снимаем защиту с человека, который делал, автоматически идет обратка. Делается это до тех пор, пока, то есть вот каждый день вы должны это делать, да, на уходящую луну обязательно, пока светлый воск не перекроет темный. То есть, когда это происходит и когда на нем не остается рисунков. То есть, если воск этот остынет, вы можете потом перевернуть его. Никогда не берите руками. То есть, либо салфеткой вытаскиваете, либо в перчатках. То есть, ни в коем случае руками нельзя. То есть, здесь сейчас находится негатив сразу двоих людей. Вот, то есть, одно это защита, это так, и другое это у нас как раз защита как раз этого человека, который делал. И другое это именно негатив жертвы, чтобы вы на себя не переняли. Затем, когда это все остывает, вы рассматриваете. Я очень часто советую фотографировать, чтобы можно было увеличить, посмотреть с разных сторон. И обязательно воск надо сжигать. Сжигается он на открытом огне. Вы можете это в шашлычнице делать, где угодно. То есть в мангале, да, то есть в печи. Но чтобы он сгорел до конца. То есть просто на свечке, там в бумаге завернутой, он не сгорит как надо. Вот так вот это делается. Поэтому всем удачи, успехов. Надеюсь, что у вас все получится. И заговоры я сейчас точно так же поставлю сразу после этого видео.